Всем привет! Сегодня готовим сладкие булочки с начинкой. Эти булочки получаются мягкими, мелкопористыми, очень долго остаются свежими и мягкими. Эти булочки по форме напоминают пирожки, но тесто совершенно не пирожковое. Это сдобное тесто, мягкое, наполненное яйцами и маслом. Для начала подготовим опару. Для этого нам понадобится 80 мл теплой воды, 80 мл молока, пакетик дрожжей или 5 грамм, 3 столовые ложки сахара, можно с горкой, и 2 столовые ложки муки. Опару хорошенечко перемешиваем до полного растворения дрожжей и отставляем в сторону в теплое место минут на 15, не меньше. Опара у меня уже постояла, внешне она никак не изменилась, но дрожжи активировались. Сюда же в опару добавляем цедру одного апельсина и 60 мл апельсинового сока. Также для теста нам понадобится 1 яичный белок, я его отделяю от желтка, и желток я тоже сохраняю. Желток будем использовать потом для смазывания булочек. Немного перемешаем получившуюся смесь. Также добавим 60 грамм сливочного масла, предварительно я его растопила и немножко охладила. И снова перемешиваем. Сухие ингредиенты нужно будет просеять через сито. Я добавляю 400 грамм муки, немножко на кончике ложки ванилин. Также я добавляю 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку разрыхлителя. Замешиваем тесто вилкой. Это очень легко сделать вилкой, потому что тесто очень мягкое и податливое. На данном этапе вилочку можно отложить и переходим на вымешивание руками. Вымешивать нужно достаточно долго, минут 10-15, до тех пор, пока тесто не станет мягким и гладким. Лишнюю муку при вымешивании добавлять не стоит, потому что это забьет тесто и булки могут получиться сухими. Продолжаем вымешивать на столе. Как вы видите, тесто совершенно не прилипает к столу. Через 15 минут мое тесто стало мягким и гладким, и к рукам оно совершенно не прилипает. Вот такое оно должно быть. Убираем тесто обратно в миску, накрываем его пленкой или крышкой и оставляем тесто подниматься до тех пор, пока оно не увеличится в объеме примерно в 2 раза. У меня этот процесс занял 1,5 часа. Тесто у меня очень хорошо поднялось, оно стало еще более мягким и пористым. Немножко нужно его обмять вот таким образом. И сейчас я его поделю на 2 части, а затем каждую часть поделю еще на 4 кусочка. Каждый кусочек теста в итоге получился 95-97 грамм. Взвешивать тесто нет необходимости, можно, конечно, разделить и на глаз, но если вы хотите, чтобы ваши булочки были идеальные, ровные, одинакового размера, то лучше, конечно, воспользоваться весами. Каждый кусочек теста нужно будет обмять и сформировать из него вот такой шарик. Чтобы каждый шарик получился ровным, для этого нужно взять края теста, подогнуть все это к центру, все краешки хорошенечко защипать в серединке, потом тесто перевернуть и круговыми движениями округлить его, придав ему правильную округлую форму. Повторяем этот процесс со всеми оставшимися кусочками теста. Чтобы тесто не заветрилось, закрою его пока пленкой. Сегодня для начинки я буду использовать густой малиновый джем, а также нутеллу. А для украшения булочек возьму лепестки миндаля. Формировать булочки сегодня я буду по типу пирожков. Все знают, как делать пирожки, это знакомая всем форма. Единственное, что эти пирожки будут достаточно большого размера. Тесто податливое, очень хорошо раскатывается, муку здесь тоже не нужно добавлять. Выкладываем начинку в центр и защипываем края очень-очень хорошенько, для того, чтобы варенье у нас никуда не вытекло. Я обычно люблю пройтись по краю еще пару раз, чтобы убедиться, что варенье действительно останется внутри у нас во время выпечки. Подгибаем все края и округляем пирожок нашу булочку и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. У меня пергаментная бумага не прилипает, я ее ничем не смазываю. Эти булочки нужно выкладывать друг от друга на хорошем расстоянии, они очень хорошо поднимаются и в итоге могут склеиться и порваться. Поэтому дайте немного личного пространства, и тогда они будут ровными, красивыми и начинка останется внутри. Повторяем процесс также, но уже с другой начинкой, с шоколадом нутелла. За счет того, что я взвешивала тесто на каждую булочку и за счет правильной формовки, посмотрите, какие булочки получаются ровные и совершенно одинаковые. Накрою их пленкой и полотенцем и дам постоять еще в теплом месте минут 15-20. Булочки заметно увеличились в объеме, пленку снимаем и смазываем. Помните, мы откладывали желток, вот теперь он нам пригодился, желточком смазываем все булочки.
Если булочкам дать постоять вместе с желтком минут 5-10, прежде чем отправлять их в духовку, то булки будут более блестящие, более нарядные и красивые. Украшаем булочки лепестками миндаля сверху. И отправляем выпекаться в предварительно разогретую духовку на 180 градусов по Цельсию на 20 минут. Булочки получились очень мягкие, палец просто утопает, прям когда нажимаешь. Смотрите, какие они красивые снизу, ничего не вытекло, они держат свою форму, блестящие, красивые, миндаль хорошо держится сверху, не обсыпается. Текстура этих булочек внутри получается очень мелко пористая, именно за счет этого они такие мягкие. Готовые булочки мы немножко остужаем и присыпать можно их сахарной пудрой по желанию. Посмотрите, какие они красивые и нарядные. Напоминаю, что все ингредиенты вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. Если по какой-то причине вы не знаете, где это найти можно, то напишите мне в комментариях, я вам все расскажу. Если вам понравился этот рецепт, дайте мне знать вашими лайками и комментариями также. И до встречи в новых видео!